Всем привет! Сегодня перед вами в новом амплуа. Прогнозы все же оправдались, морозы тисканули и с каждым днем все увеличивается. И на улицу некомфортно выходить без ватников. Хотя это может быть только ощущение. У нас в Беларуси первая половина зимы была аномально теплой. Без снега, практически без морозов, так и отвыкли от холода. Шадо бегает спокойно на улице, а с наступлением февраля так и вообще домой практически не приходит. Так, заскочит, перехватит что-нибудь и обратно на улицу. Да и дома тепло, хотя я сейчас и топлю две печи. Утром русскую, вечером рубку. Хотя помнится, в прошлом году крещенские морозы были такие, что в дом влез и припасы схватил. Ну а сейчас вроде бы комфортно. В принципе, можно было и сидеть на печи, не вылазить. Но задумал много дел, которые нужно делать. Так приходится. А я по возможности продолжаю трудиться в столярке. Хотя при таких погодных условиях долго и не получается, но делаю это небольшими забегами. Температура-то здесь, скорее всего, не отличается от уличной. Ну, только что благо ветра нету. Да и все равно, хоть и одевшись тепло, но в основном стоишь неподвижно, то ноги быстро мерзнут. А еще рука левая. С пилой я работаю без перчатки, соблюдая технику безопасности. А вчера вечером задержался немного, хотел закончить запланированное. Так, по ходу пальцы подморозил. И как видите, за эти дни количество заготовок для изготовления рамок для новых ульев увеличилось. Напилил еще на 100 магазинных рамок. Ну, в принципе, можно было и не делать этого, так как в прошлом году наделал их аж на 30 магазинов. А использовать все получилось только штук 5, так как пчелы не успели развиться до них. Но решил сделать на всякий случай, да и поэкспериментировать. По вашим советам, как у Говорухина, с нижней вертикальной планкой, чтобы можно было наващивать без проволоки с помощью степлера. Хотя я и эти наващивал без проволоки. Есть у меня там эксперимент в одном из видео. Только что результат мне не очень понравился, так как сота получилась как сыр с дырками. Ну, хотя, может, просто они не успели доделать. Да, к тому же у меня осталось много тоненьких палочек, как раз в размер от изготовления ульев. Так задействовал их. Не нужно материал тратить, время. Вот только что на боковые планки работы добавилось. Нужно же паз сделать под них. А фрезы, как у Говорухина, у меня нету. Ну, делал это, как и все в этих ульях, с помощью одного своего станка. За 3 прохода. Сначала с разворотом, а потом, так как у меня диск 3 мм, а планки 7, то и еще и серединку. Теперь буду сбивать с помощью девайса, который делал в прошлом году. Ну а останавливаться подробнее на нем не буду. Кому интересно, как его делал, с размерами и чертежами, смотрите здесь. Ну а акцентирую свое внимание только на степлере. Ну, во-первых, как заметили, я его никак не прикручиваю. Просто лежит между двумя саморезами, один из которых придерживает курок. Ну, на случай, чтобы можно было достать быстро. А возвращается на место он под тяжестью своего веса и из-за впадин, которая есть под ручкой. А во-вторых, чтобы он срабатывал от нажатия, я просто из жести изготовил вот такую вот накладочку. Которая легко монтируется на курок. Как говорится, все гениальное просто. Ну а для крепления использую 35-ю скобу. Хотя сейчас заказал 32-ю, и это уже заканчивается. Ее и так хватает за глаза.
Ну вот, 3 часа подергал, и 174 рамки сбито. Это если посчитать, на одну рамку уходит секунд 20-25. Ну, только что сами видите, здесь у меня условия не идеальные. То сучок попадет, то мусоринка. Кстати, если кто будет делать такую, вот эти вот прорези делайте поглубже и пошире. Тогда мусор мешать не будет, результат будет получше. Да и эти хорошо получились. Вон, все размеры выдержанные, все углы выведенные. Да и не спешил я просто. Работал в свое удовольствие, наслаждался процессом, можно сказать, медитировал. Как там говорится, в спешке только кошки плодятся. Да и не вижу смысла в этом. Начинаешь суетиться, возрастает вероятность сделать ошибки. А потом на устранение их уходит больше времени, чем сэкономил. Он, пока засекал секундомером, не заметил, мусоринки попались и неровно сбилось. Теперь 3 рамки нужно переделывать. Ну и это попозже. Надо же еще 100 магазинных сбить. Этот девайс у меня рассчитан на изготовление таких, но только что старого образца. А на новые я не знаю, получится ли. Будем пробовать. Ну, только что домой сначала сходить, погреться. Идем. О, какая на небе луна сияет. Походу полнолуние. А я-то думаю, что это мне выть хочется. Ну, раз небо чистое, то, скорее всего, мороз усилится. Походу день обещает быть красивым. Солнышко светит. Мороз и солнце, день чудесный. Но, к сожалению, не для всех моих питомцев. С наступлением сильных морозов начали страдать и мои кролики. Но они-то не мерзнут. Шубка у них, дай бог, теплая. А вот от жажды страдают. Я им даю воду 2 раза в день. Но она быстро замерзает потом. А ледышки лизать они-то не особо хотят. Да и мне хлопот прибавилось. Нужно постоянно эти чашки забирать домой, размораживать. О, я столкнулся с такой проблемой не первый год. Поэтому уже придумал решение, как его нейтрализовать. Подготовился. Лед со снегом они тоже не особо хотят грызть. Но я нашел выход из ситуации. Даю им мороженку. Ну а если серьезно, в такие времена хорошо выручают запасы кормовой свеклы. Она очень сочная и хорошо заменяет воду. И они ее лопают с удовольствием.
Ну вот, и с этими рамочками тоже покончено. Да и девайс мой оказался универсальным. Ничего даже и колхозить не пришлось, так приловчился. Да и рамки, по-моему, получились прочнее, чем те предыдущего года. Ну, скорее всего, из-за этого паза довольно плотно сидит. Но только что минус в некоторых рамках было, когда плотно входил он гвоздем, потом их раскалывало. Ну, по сути, не критично. За сезон пчелы параполисом их склеют сами. Ну вот, отнести их на чердак, чтобы тут под ногами не валялись, и место освободить для дальнейших работ. Хотя это еще не конечный результат. До начала сезона необходимо навощить, но только сейчас я этого делать не буду, так как у меня хранить-то их негде, а на чердаке я боюсь, что их мыши попортят до весны. Хотя, в принципе, можно было бы в корпуса позакидывать и накрыть чем-нибудь, чтобы они не добрались. Надо еще подумать. Хотя, что тут думать? Вощины-то у меня нету. Ее еще тоже делать нужно. Ну а эти рамки еще рано относить на чердак. Сперва на них нужно проволоку натянуть. Я это, кстати, делаю тоже с помощью степлера. В прошлом году попробовал, так мне довольно так понравилось. Быстро, удобно, и в работе они себя показали хорошо. А к тому же приспособа есть сделана уже, которая облегчает и ускоряет эту работу. Поэтому не вижу смысла изменять своим привычкам. Я его тоже сделал, можно сказать, на коленке. Простым ручным инструментом по методу Алены Апиной. Я его слепила из того, что было. Ну, все металлические детали это обычно тоненькая жесть, с помощью которой все фиксируется. Степлер переделывать не нужно было. Все на родных болтах, на родных местах. Но только что единственная деталь, которую пришлось поискать, это тросик. Старого нигде не нашел, так снял с 69-го спидометра. Ну, кому интересно, как это было, смотрите здесь. Прибиваю 13-й скобой, самую маленькую, которую я смог найти. Ну, планки у меня 10 миллиметров. То если бить по прямой, 3 миллиметра вылазит. Вот так как бью под углом 45 градусов в планке, то с другой стороны ничего и не вылазит. Получается все хорошо. Ну только что силу удара нужно еще уменьшить, чтобы оставалась петелька. Нам же надо, чтобы проволока в ней свободно ходила, чтобы можно было ее натягивать. Да и при перепадах температуры, чтобы она была более-менее подвижной. О, бьет ровно в середину, и получается такая петелечка, в которой проволока свободно гуляет. Ну а здесь с этой стороны ничего не уходит.